Пожалуй, наверное, тренажер давайте уходить на фьючи, потому что Камса нас убьет. О, вот этот нам подойдет, как... Только давайте, наверное, четверочку, да? Это стопроцентный винрейт у нас здесь. Я пишу единичку на такие буду дописывать. А, можно писать прям. Мне нужны будут просто для тренажера нужны будут какие-то метки. То есть я буду юзать сквизов, которые имеют очень высокий винрейт, и к ним буду добавлять просто тренажер. Мне надо понимание, в каких отклонениях рынок в принципе ходит на этой монете. И мне в этом будут прям помогать такие сквизики с хорошим вином. Так, фрейм, пошлите, поищем еще фреймы. Ладно, надо уходить уже сюда, 120. Ну, неплохой, с хорошим коэффициентом. Приглядывать за ним тоже сильно не надо будет, но его уже можно будет воткнуть. Сейчас, кстати, по 200. Обозначу условия для тренажера. Ищешь среди профитных с низким винрейтом, но стопы не устраивает. Маленько непонятно. Смотри, то есть сначала я выстраиваю конструкцию, которая... Ну, то есть мне надо хоть что-то, что будет торговаться и дэшно более-менее. Здесь я вижу, что, в принципе, вольты хватает. Есть возможности спрыгивать. То есть что мне надо? Мне надо система, которая, в принципе, будет с высоким винрейтом болтаться здесь, в каких-то рейнджах. Я буду понимать, что если мне наливает вместе с ними позицию, то я особо дергаться не буду. Ну, то есть, если я вижу, что тренажерный сквиз налит как-то криво, некрасиво, но плюс с ним налито еще что-то, то я буду там ждать по нему конкретно бэушки какой-то. Но если я буду видеть, что мне его наливает, а остальные переставляются куда-то ниже текущей цены, то есть мув был недостаточный, то я уже буду принимать решение там его в минус крыть. То есть это сначала мы все равно выстраиваем нормальную конструкцию, нормальную систему. А тренажерить мы будем каким-нибудь супер хай-риском с огромным количеством сделок. Так, пятерки запущено, час. Ну, вот это что-то страшное на часе. На часе проблема, что не переставить. Тренажер надо прям на мелких искать, конечно. Но для коллекции пойдет. F может получше есть. Запущу, посмотрю, как катается. Буду принимать решение. Если нравится, теперь на минутку. Ну, да, он с прикольчиками такой. Ну, это прям не сильно сложно будет. Ну, давайте запустим такого одного, пускай он прям загоняет нас куда-нибудь в сделки. Так, ну теперь поехали рисовать. Че, у нас тут вариантов не сильно много. Здесь ключ. Вне камамбема постояли. Значит, наш первый вход будет на свипе. Подтаскиваем тренажер под свип. Хотелось бы побольше движухи, потому что конкретно на нейро что-то мне кажется, что нам один раз нальет, и всего будет один трейд. Это скучно.
Слушай, для тренажера я так посмотрел, суши может глянуть. Они пошустрее, поживее. И я катал их, они нормальные в Давай, UD-шнице. давай, любопытно. Она как раз, это, слушай, сюда, в принципе, можно заряжаться. На Да, да. психофазу у нас 23 Она, ноября. она не только для тренажера, она вполне рабочая монета. Да, есть что-то. Что-то есть. Лоус 1709. Только я 0.8 запущу. Мне более стандартно нравится сетап. Я их тоже попрячу. Мне, по сути, нужен только тренажер и винрейт, на который болтаться будет. Ну и теперь на старших. Пятерки. Как будто бы ее фрейм. Ножки. Да, на корректозах будет его стопать. Красивый. Сейчас. Много сделок. 2, 3, 1,6. И здесь справляется. Но ближайший пролив у него сюда на 2,2. Слушай, кстати, надо фибасом половить. Вот в этом имбе. Параллельно просто вижу трейды здесь. И здесь был трейд. Вот от этого имба. Я стартану, мне нравится. Хороший коэффициент 1,8. Ну, это очень маленькая бета. Есть что-то побольше. Вот хорошие кэфы. Ах, а есть у нас на суше какой-то участок получше. Я бы хотел корректоз зацепить. Давайте логарифмически. Дневочку посмотрим какую-нибудь. Ну, можно попробовать октябрьскую вот эту. С 30 октября по 21 ноября. С 30 по 21. Так попробуем. О, да, то, что надо. Нужен именно корректоз. 2911. Как-то работал. Отлично работал. Можно навалить для тренажера. Не принципиально. Нам просто надо, чтобы сделки открывались, и мы подкидывали с вами на происходящее, на аналитику, что там происходит, чтобы принимать быстрое решение, что мы делаем. Закрываемся, тейки ждем, бэушку или стопаемся сразу. Только для этого это надо. Поэтому, если там что-то совсем не ликвидное, у нас не будет недостаточно данных о принятии решения, поэтому тоже не подходит. Это надо очень активное. Джей, там новолист есть, но там на ключах 85 лямов, но он активный. Как называется? Move USDT.
Он вот пару часов только как зарисился там. Структуры нет никакой. Move. Оп, мы в позе. Поехали. Чего мы в позе? Хочу спросить. Так, минутки. Включено. А, это часик, да. Я понял. Ну, тут пока не пришлось ничего делать. Так, мы на фьючах, да, в принципе, можно побаловаться. Первый профит тренажера. Ну, засадит нас тоже ж не сразу. Поэтому перед этим напрофитим. Я вот не помню, у меня у этого сквиза есть настройка продолжать после стопа? Есть. Прекрасно. Я когда тренировался, я помню, самый большой опыт я на люмере получил. Вот, блин, монета, блин, чудо просто. Так, все, теперь сдвигаемся в бэушечку. Люмен? Слушай, ну люмен Да. торгуется, когда Ripple едет, да, торговать надо люмен. Рабочая история. Так, закрыт БУ. Вот это пока не знаю, что болтается у меня. Какой-то хвостик вылез. Ой, да, надо его тоже отдавать. 2 минуты станет новая лимитка. Так, ну опять же, суши. Суши ходит. Надо еще что-то набрать на суши. Не то, что не то, что не нравится. Еще реже будет наливаться. Чисто технически вот этот проблемный. 1.407. У него максимальная просадка 20, он всего 8 зарабатывал. Он такой будет кандидат идеальный. Вот какие-то проблемы постоянные. Так, сейчас я его только обзову. Ну и все, его мы используем для работы с имбами. Вообще все, что видим ближайшее, наливаемся. Не стесняемся, наливаемся от всего, что только видим понятное, в один патрон. Стоп у нас ментальный. Он закусил следующим баром все-таки. Но все равно в имп не заходил, поэтому имп остается живой.
Так, я забыл мовер посмотреть, этот мув точнее, еще раз. Мув. Ну, техничка заканчивается, да? Его надо алармить. Мув. Мув. Сейчас. Вот с этой историей что-то надо придумать. Наверное, надо 5 минут просто брать. Красота. Наш. 4,7, 2,8. До минут до пятерки неплохо. Один за свечу. Продолжить. Только сюда все-таки 90. Так, я пошел на спот. На споте тоже есть, да? Да, есть. Семь, 2, 8 open. Даже профитных нету. Где же его так всаживало? Ничего не вижу я здесь больше. Вот этот мне понравился фьючевый, конечно, как ловушка, пускай поболтается, пятерка. Хорошая пятерка. И вроде как пятерка, нормальный фрейм. Ну-ка, накройте, что-то есть, может. 7, 5, 4. Ну, это ему надо техничку закончить, чтобы опять такая вольта появилась. А появится такая вольта, мы заново подберем. Короче, ну, пусть это поболтается, я аларм ставлю на ближайшую структурную. Дальше посмотрим, что с ним делать. Пока будем ждать, у нас есть время. Можно что-то обсудить. Да, привет, Джим. Вопросик по тренажеру. То есть у нас, если засаживает этот тренажерный сквиз, мы начинаем что, работать с ближайшими полками и дэшно и вытягивать его в буху? Задача такая или как вообще? Да, да. В чем суть? Суть оттренировать возможность быстро покидать корабль. То есть быстро ориентироваться, вот тебе налило, тебе надо быстро понять, у тебя вход хороший вообще или нет, в каком он месте, что рядом есть, может, его надо по-быстрому там стопать и переносить, и ловить где-то что-то пониже немножко. Вот пример, так, что это было у нас сегодня, ВЛД. Просто в моменте происходило, Даник спрашивал, который ДК. Вот у нас вчера мы на стриме сетапили с вами сетку.
Вот ее 618 этой сетки. Его налило, и, в принципе, здесь его можно было отдавать в БУ, потому что, ну, то есть у нас есть, давайте на пятерке пойдем. У нас здесь есть off сформированный, то есть некий импульс, мы поработали с этой ликвидностью и сняли, то есть у нас шортовый off. И нам наливает тут же, буквально рядышком. В это же время у нас есть пару имбов. Это один имбаланс, до которого мы еще не доехали, но нам уже налило. И второй пониже находится. То есть в таком случае она просто продается, переставляется, сплитится, можно начать отсюда ловить. Ну, обычно ближайшая зона ставится на FF. Здесь сплит первое работает со снятием, второе на FF, на full fill. Ну и в конечном итоге, да, если ты ее растейкал здесь, неважно, микроминус это или ноль, просто здесь не очень конфиг. Есть поводы стопнуться. Давала понять. Ну, вот такие ситуации нам нужны. То есть, как Просто только быстро. БУ ее вытянул, то ты ее стопаешь и ждешь, пока заново тебя засадит. Грубо говоря, так получается, да? Ну, она вообще должна по-хорошему бы еще и напрофитить, да, то есть ты, когда тебе налило, ты должен отрегулировать тейк, потому что изначально базовый конфиг, он тебе ничего не зарабатывает практически. Он либо засаживает тебя, да, либо, ну, слушайте, перспективненько мув идет. Давайте на самый хай накинем. Ему совсем чуть-чуть надо, чтобы заперформить. Он доторговывает уже этот объем, нам нужен объемный импульс со сменой структуры, со сломом. И все, будем догонять его. Просто тренажер создает тебе трудности в основном. Сам бы ты там не входил. Твоя задача его закрыть в ноль, день закрыть хотя бы в ноль, если он у тебя изначально минусовый, подобран таким образом. То есть сложно, он тебе всегда пытается наловить сделку, засунуть какую-то. Прозевал я. Вот здесь я готов работать был. Отвлекся. Ну, по сути, да, вот ты работаешь с зоной. Можешь центр брать, можешь фулфил, то есть кому как нравится. Я ловлю встречку обычно. То есть у нас этот бар не сработал, вверх он не пошел, то есть здесь я бы не взял ни здесь бы не взял, потому что бар закрылся. Я бы ждал на фулфиле. Вот было бы первое налитие здесь. Тащим до перекрытия имба. Вот у нас был бы трейд. 0,63%. Ну, и все, ты также сработаешь со структурными точками. Ну, вот здесь был вход в имбаланс, конечно, он уже такой кривенький. Но со структурной можно поработать. Поэтому сюда аларм, не прозевать. И я сюда тренажеров кину. Вот цена подойдет. По тейкам интересно сходить куда-то в эту зону. Для начала. 2.38, 2.4. Ну, снятие вот этого хая. Он либо офф нам тут оставит шортовый, и мы тогда ничего внутри уже ловить не будем ждать ниже. Ну, либо закрепится здесь. То есть, опять же, по тейкам есть вариативность. Будем спускать тейк, либо поддержим, посмотрим на закреп в зоне. В общем, оно тебе помогает посмотреть, как двигается монета, и запомнить Да, принцип работы. да, да, ты все правильно. Ты привыкаешь к... просто ты так не пропускаешь ни одно торговое событие, и ты знаешь, как оно работает с барами усилия, со структурными точками. То есть надо ли какую-то значимую ликвидность снимать, либо она субструктурно может снять, и этого и достаточно, она улетает. То есть, да, ты, по сути, ты открываешь для себя такой быстрый способ скатиться в конкретную монету. Ну, а кто не умеет торговать, для того хотя бы начать ориентироваться в пространстве, насколько он вообще понимает рынок. Я раньше давал тренажер, вот прям человек начинает только торговать, вкатываться. Ну, раньше вкатывались через авторшоки, и все равно хотелось как-то авторшоки смещать в сторону ИД, в сопровождение. И вот был с квизом, это было очень удобно. Ну, брали стандартные, там брали 1,5%, 1,5-2%. Знаете, что делали? Брали, по-моему, даже 0,5-0,5. Вот такие были, да, с квизы. Или 1,1, или 0,5-0,5. Трибун, ты не помнишь? 0,5-0,5 был всегда таким рабочим, даже профитным иногда. Поэтому да, просто вроде 0,5-0,5, 1,5-0,5 еще был, помню, вот. Хорошо гонял. Сейчас вольта не знаю, какая, насколько выживающий. Полторашка, но в целом для тренажера может сойти.
Ну, ты один поставил, это, конечно, так это... Ну, а чем плохо? Только ему надо давай ему сделаем. Просто на стоп подобрать. Даже не так, даже можно от одного. Ну, вот эту пришлось бы спасать ситуацию. Здесь пришлось бы спасать. То есть этого стопа бы не было. Дальше купил, продал, либо по стопу тоже. Ну, наверное, подошел бы и такой. Да, он часто создает трудности. Поехали, кого нам налило? Видите, ЧС написано Ньера. Работает. Импульс большой. Есть хвост. А есть секунда у меня? Нет. Спотик только есть. Вот если она покраснеет, эта свеча, я продам все. Потому что на возвратном движении попытка заработать делается. Нет, не идет. Ну, можно было его там чуть пониже поставить, но все равно. Куда важнее вовремя его остановить. То есть попытка возобновиться у цены, усилие останавливается, но дальше нам больше не на что рассчитывать, мы его отдаем по бушке. Если бы еще пятерка открывалась, у нас было бы больше уверенности посидеть в пятерке. На ней, как правило, усилия прилетает побольше. Просто мы уже себе позволить не можем ждать закрытия пятерки, нас открыло не очень удобно. А здесь ни имбов нету, ничего, обычный тест. Здесь снятие было. Ну, сделали все правильно. Почему одна отработка за одну свечу? Потому что если я в моменте принимаю решение о стопе, я хочу, чтобы лимитка опять не появилась. Просто я, бывает, стопаюсь там, где он повторно просто должен купить. И оно технически просто создаст проблемы. Ну, тоже такой, да, мини-рэмп был тест. Съездили опять в РБ потестили. У нас теперь остается здесь какая-то нутрянка. Вот этот имп. Можно и дэшно попробовать отсюда зацепить 25500. Вот CX. Что тут? Здесь ничего. Нам надо дождаться, пока техничка закончится. Ну, первый всплеск объемов с обновленной структурой по зигзагу. И можно начинать. До этого момента не рискну. В диапазоне лучше не катать сквизы. Нет, катать, может, и можно. Она только залистилась просто. И как бы у нее идет техничка. У нее нету ни одного закрепа. Нисходящем движении двигается. То есть мы залистились и стагнируем. На падающих объемах цена падает. То есть нам надо, чтобы кто-то ей заинтересовался, что она куда-то хотя бы пришла, начала защищаться и работать с ликвидностью. В данный момент, ну, даже по хвостам можно сказать, что это просто пустоватые стаканы, а маркетная активность высокая. Нету маркетмейкера еще здесь. Не проявляется, поэтому не наша история. Так, 5-минутный аларм рублю. Сейчас суши нальет. Дайте-ка я рисану, что мне здесь интересно сразу.
Вот сразу, да, ситуация. Конечно, можно было на этой шпильке там чуть-чуть подрастейкаться, если кто-то засиделся в позе. Но правильным решением будет все-таки покидать ее быстро, потому что там сквиз, задача сквиза — быстрый возврат словить. Его не произошло. Поэтому нас может истощить ниже. И, ну, в общем, в этой ситуации быстрый стоп — хорошее решение. Мгм. Тут не готов брать. Готов брать со снятия какой-то значимой ликвидности. Ну, эту можно не глядя попробовать, а вот эту я бы хотел понаблюдать. Пока на ВЛД вопрос можно задам? Сегодня вот Давай. с Владиком, как вот вы поняли, то, что надо было выходить именно в БУ, что она не поедет выше? Какой был триггер? Вот этот импульс. Вот этот. То есть забор ликвид, да? Угу. Какой-то. Я понял. Просто сразу у тебя с стейками начинаются траблы. Ты понимаешь, что отсюда все забрали, и, блин. А там, где уже была работа с ликвидностью, цена, как правило, ну, с очень низкой вероятностью, она его захватывает в рамках текущей тенденции. То есть через какой-то слом, да, может, но так вот прям лучше покидать корабль. У нас наши тейки там сильно выше были. То есть мы прям уже не пролезли бы нормально. Но только из-за этого. Во всех остальных случаях тут есть имп, есть куда ехать, все нормально, иквалы, вроде как бы красиво. Должна же быть линия без убытка ниже, чем этот бар, правильно? Чтобы ты видел этот бар и вышел после него. Если она будет выше него, то ты не выйдешь просто. Не даст. Чисто технически. Ну, скорее не в БУ, да, там будет микроминус какой-то, но тебя все равно должно это смущать. Тебе этот бар не должен нравиться, ты должен отдавать, там, пока она не успела убежать сильно. Все равно продаешься. Ну, было бы там минус 0,2%. Это приемлемо. То есть не надо определяться именно на БУ, надо определяться на том, что мы структурно получили подтверждение, что тут присутствует офф шортовый. Это значит, что мы будем ехать дальше. А дальше у нас тут вариантов не сильно много. У нас две зоны, но они прям нифига не 0,2, там до ближайшей 2,5%, ну а до целевой вообще 5%. Джей, привет. А можешь пояснить, почему в этих зонах ждем? Вы ждали вчера. Имбалансы. Два имба. То есть просто верим в то, что отскочит от них. Да, мы работаем от имбов, от структурных точек. Не то, что верим, у нас система такая. Мы прям не сильно-то и верим, что отскочит, потому что, как видишь, не отскакивает периодически. Ну, Для ожидаем, этого грубо мы, говоря. да, мы ожидаем оттуда работу и страхуемся через несколько таких имбов. Потому А где что был третий непонятно... патрон? Так, он мне даст ее вернуть. Сейчас попробую. Джей, а имбы часовые? Вот это задача у меня. Нет, не обязательно. Не обязательно. Этот вообще на мелком фрейме, по-моему, только имп есть. На часе, ну, поглавнее, конечно, чем старше, тем получше. Но что мне верх не нравился, это имп перед тем, как мы начали, в принципе, двигаться. Если видишь, тут была смс-очка такая. То есть у нас есть некий уровень, вот у нас есть off, мы поработали, цена пошла дальше вниз. Тест опять дальше вниз с результатом. Только в этой точке мы что-то обновили. И отсюда это ближайший имп. Поэтому мы его должны учитывать. Но чтобы не попасть в просак, мы должны его страховать. Сетка у меня поломала. А, нет, все, вернулась. Сетка есть. Вот у нас был вход по 618-му. Это первый патрон был. Второй был. Но он сейчас закрылся просто ровно в уровень, эта сетка. Если ничего не делать, оно все бы откаталось от второго. Но так как мы любим сопровождать интрадей сделки, то корабль покидается здесь. Дальше ждем на 0,5. Да, а вот третье ведро где было? Там вот по 3.88. Почему там? Есть зона, диап некий. Это девиация, спринг, как угодно, можно свипом назвать. То есть это работа с ликвидностью. Она сняла как с основного усилия, так и с СМС. То есть это хороший свип лонговый. Зона, с которой... Это вот здесь у нас также мы оставляли позицию из-за того, что увидели работу с ликвидностью. Вот это у нас лонговый офф.
за ним что-то держать ниже, наверное, смысла большого нету. То есть, вероятнее всего, защита будет опять же идти от этого же уровня. То есть мы там задержимся. Да, Можем да, задержаться. мы будем ждать реакции. Но она, опять же, смотри, имеет значение, как мы сюда приходим. Если мы сюда спускаемся, оставляем все в имбалансах и спускаемся, это очень хороший уровень. Я бы даже, наверное, если бы мы, спускаясь отсюда, я там ничего до этого не заряжал, а просто увидел бы большой имп, мы приехали в этот уровень, я бы попытался его взять, наверное, в одно бедро. Просто РР будет здесь очень интересный. На всю длину этого рейнджа. Рейндж мы можем вот так обозначить по основному усилию. Вот. Вот сюда бы я вез стоите. Если мы запилом подходим, вот это идут запилы. То есть, тут непонятно. Использовать его как внешку, просто как билд ликвидности, все равно такое. Это на курке надо держать. Непонятно, какой ликвидности ему будет достаточно снять, чтобы в офе дальше валиться. Но когда есть имбы, гораздо проще целиться. Опять же, сейчас если мы посередине здесь получим оффом, это уже можно назвать каким-то оффом, наверное, да? Сейчас. Не то чтобы. У нас есть брейкер. В общем, выше этого уровня я бы уже ничего не отдавал. Если я здесь нальюсь, то тейки мои будут до этого брейкера. Потому что в этой зоне мы видим, что работает продавец активно. Работал. И, вероятно, он будет защищаться, либо пытаться возобновить тенденцию, если цена придет к нему на тест. Если бы этой части не было, все, у меня был бы имп, и я спокойненько бы туда тянул. Имбы – это, по сути, вообще такие мувы, это по пустому стакану называется. То есть это в одну сторону стакан чистится, и он там особо не заполняется. Туда никто не прилипает. В обратную сторону ехать также быстро. Спасибо. И можешь еще, пожалуйста, рассказать, что такое техничка? Вот, кажется, на паре Move USD смотрели чуть ранее. Давай. Техничкой мы называем фазу торгов, которая возникает на листинге. Техничка, она потому что сходятся интересы кучи участников торгов, которые там по новостям, по инфоповодам увидели что-то новое листится, кто-то следил за ней до этого, инвестировал, держит. То есть сюда приходят интересы не только трейдеров, а очень многих участников, и они тут будут все действовать. Как правило, действуют они достаточно хаотично, и никакого смысла у маркетмейкера, не только у маркетмейкера, вообще у любого крупного игрока нет смысла участвовать в этом. Проще дождаться, когда иссякнет интерес всех этих ребят, которые одно-два действия всего сделают, или купят, или продадут. И потом мы опять же ждем какой-то структурной точки начала движения, либо вниз, либо вверх, неважно. Техничка обычно стагнирует долго, она, в принципе, впадает в даунтренд, но не всегда. То есть нам становится интересно, когда у нее появляется структура и объемы, относительные объемы, больше, чем техничка. То есть это мы выделяем так, что техничка окончена, и этот проявившийся интерес не имеет отношения уже к этим ранним инвесторам всяким, скажем так, конъюнктурщика, я не знаю, как это назвать. В общем, это не те, с кем мы торгуем. Толпа торгует. Да. Хаотичное действие. Там еще нет торговли, там, по сути, 1-2 клика делает человек. И таких участников много. И им распределяют, им распродают. Нет смысла гнать куда-то цену, оно рыночно формируется все. Если там много холдеров, никто ничего не продал, то она, наверное, стагнировать не будет. Будет болтаться в боковиках. Такое тоже бывает, но не часто. В основном техничка идет 1-2 дня, и потом мы начинаем видеть какую-то структуру. То есть должен сильно упасть объем. Вообще остановиться должны практически торги, и после этого как-то крупные игроки включаются. Да, самый первый объем, самая первая эта свеча, на это мы не обращаем внимания? Что это Да, вообще? не обращаем. Да. А там формируется стакан, там, во-первых, первым занять места в стакане пытается куча ботов, когда он еще пустой. Идут первые трейды, они там на $1-2 такие, и они рисуют такую свечу. На самом деле, если на секунды туда уйти, то объемы, проторгованные по этим границам, они настолько там крайне малы, там центы буквально будут. Часть технички, да. Опять же, здесь все было, что-то ловить не хочется. Хочется ловить, опять же, эту структуру. И все. Я немножко по ВВД запутался, что ты имел в виду? Ты бы все-таки выходил бы из позы, ты говорил за сопровождение. Ты где-то видишь повод при налитии второй сетки, которая налилась нормально от 3.33,
То есть у меня были тейки 3,5, и остаток я уже тащил в 4-часовой им 3,65. Ты сказал, что вроде бы был повод выйти. Вот я хочу понять, где стоило следовать. Когда мы с тобой общались, ты очень красиво все потейкал в БУ. Да, Вот из-за этого вот хвоста. Да. Да. Вторая сетка была, она наливалась, вот она у меня обе отрисованы. 1.36, да, был? Или 3.3? Что у тебя первое было? Я сплитил в эту зону от 3.36 до 3.3. В этом обмене. Ну, все правильно, все красиво. А дальше, ну что, у тебя ближайший имп, и вот этот хвост, вообще вот этот бар, мы его прям выделяем как некрасивый. Это твои тейки. Крайние в этом баре, в офе. Потому что тест-оффа для нас, повод. То есть ты считаешь, что не было смысла тащить на 4-часовой имбаланс, который на 3.60, да, вот тут, где-то тут он. Видишь, у меня преимущество, я не видел его 4-часового. Я остался на мелких, не уходил далеко. Блин, вот сюда... Не до закрытого. Вот у меня тут были тейки, и я, в принципе, повода выходить не нашел. Но сейчас, когда мы прикрыли уже баланс на пятнашках, я готов на тесте 3,4 уже отдавать остаток позы. У меня был такой план. Нет, Даник, точно, вот этот бар все испортил. Он бы заставил, я бы не кидал тейки выше него. Okay. То есть его тест для меня уже достаточно было бы отдаться. Просто было пару наливок, но слабенько пока. Вот сейчас наливать будет суши. Но она, опять же, сейчас будет наливать в таком месте, где она легко отработает. Вообще прекрасная зона. Офф был. Ну, кстати, вести будем до ближайшего имба. Так, иди-ка ты на центр. Не успел. Тренажер все сделал сам. Опять же, закреп под уровнем не очень комфортно, но надо... не, пятерка тоже некрасивая, да, надо ждать ниже в зоне, все правильно. Тут лобчик случился. Ну, пусть уже эти нальет. Там уж пролив, объем вылез интересный. То есть с этим баром можно поторговаться, поэтому актуальненько долить этих сквизов. Ну, ушел один. Наверное, да. Так как вход кривой, будет отдаваться в БУ. И в случае формирования оффа тоже в БУ. Пятерка еще не закрылась, надо ждать пятерку еще. Секунда. Ну. Успел отдать. Вот на этом муве буду отдавать. Если еще раз он вниз пойдет, просто сейчас была волна продаж на тест. Если покупан на это не появится, я его отдам в минус. 1,5 минуты до открытия фрейма следующего. Ну, продано. Не нравится мне. Минуту я еще не сижу. Под 21 350. Да, если ты хорошо взял вот здесь где-то, да.
У меня всю эту позже свечу набило. всю? Как понять всю? От 21 100 и ниже. Там 3-4 ордера. Ну да, нормально, сиди. Но опять же, тебя офф будет смущать. У тебя еще есть минута до пятерки. Ну, давай посопровождаю тебя. Пока сиди. Давай посмотрим, где закроется пятерка. У нас есть некое усилие. Хорошо бы. На топ-ликвидах попроще, конечно, движуха. Нейро рисковатый. То есть маркетная активность превышает возможности лимитные. Рывками двигается. Такое посложнее читать, но есть пятерка открылась. Вот на этом усилии можешь растейкиваться. Ждем. Если этот бар краснеет, продавай всю сетку. Вот у тебя твой стоп под текущим баром, который открылся. 21,50. 0,50. Открылись неплохо, да? Слепом, хвост, все красиво. Да, Грик, в общем, подраздавайся. Как будто бы не готов еще на Эро. Так, а я не готов тест ловить, я готов свип этой пятерки забрать. Да? А гляньте биток, у тебя сейчас биток, грубо говоря, пришел к зону, там, где у нас был последний свип с выходом. И вот мы сейчас прям вообще там чуть ли не пункт стоим. Если он его сейчас свипнет, пересвипнет, то, в принципе, ну, как минимум внешку, Тоже трейд. максимум внутряк. Да. То есть вот это у нас сейчас, в принципе, это все и не пускает и вас, и мои доги. Я забыл, мне суши налила еще. Чем не тренажер, а какой-то другой. Часик. Снял с усилия, конечно, он пересвипнул. Ну-ка, на минутках. Ой, да. Продано. Ну, пока держимся. Видите, в минус не уходим. Было уже пару сделок, и вроде не так страшно, видите. И в минус стопаемся, и ничего. Грик, как ты там на Нейро? Все нормально? Да, 2 налила, 2 тейкнула сразу. А эти ты растейкал, да, которые сверху налились? Да, я все отдал. Все, класс, молодец. Вот пошла жаришка. Этот, может, и засадит. Мне тоже открывается хорошо. Тейкнет. Чуть. Мы там важную эту, свипанули. Хороший этот. И очень мне не нравится Нейро, как ходит. Ну, вообще, не ведут себя так, это монеты хорошие. Что-то с ним есть непонятное. Работали нормально только глубокие сквизы. Часики 4-часовые с покупкой там 8-10 от close. Они работали в профит, а мелкие всегда засаживал. Он делает мувы, а потом проваливает их. Я больше про характер движения. Вот что мы могли за это время изучить в нем, это что он плохо реагирует вообще на какие-то структурные точки. То есть он остается здесь стоять, у него нет какой-то реакции хорошей.
как инерция некая присутствует. Вот, смотри, что он вытворяет. Это ненормально вообще. Это у вас пустые стаканы, Лех, там по битку пересвип. Да, пустые вообще, нейро пустой максимально. По битку локальный пересвип, а там прям вообще пушка сразу. Капец. Да. Ну вот, это можно уже всегда в описании писать. Плохо работает со структурными точками. По калькулятору минутки и пятиминутки нормально на нем катаюсь. Кстати, самые профитные часовики застревают у меня на нем. А вот 1, 5 минут, 15 минут хорошо катается на нейро. Но все равно характер движения отмечаем, что он нестандартный. То есть моменты, которые при таком объеме монеты такого поведения не показывают обычно. Ну вот Доги, Пепу взять тоже. Можно Сол, еще что-то. Ну, Сол вообще зажатый спредами, конечно, но тем не менее на нем таких историй не бывает. Это я к тому, что вообще для чего эти тренажеры все нужны, что в моменте, во-первых, начинаешь получать опыт по конкретной монете и записывать его для себя, отмечать, что если когда-то потом вернешься, то есть понимание, какие у него есть траблы. Если в рамках одного цикла, понятно, что если в 20-м что-то отметили для себя, то сейчас оно уже, наверное, вряд ли актуально. Но хотя сохраняется поведение монеты вот годами. Слушай. Джей, там общий вопрос был, почему ты суши покинул, соскочил со сделки. Я не увидел. Отвечал на нет на этот вопрос. Что мне понравилось, что мы свипанули. Да, было снятие вот этой точки. Мы вошли, по сути, потестили этот имбаланс. Я увидел, что мы его тестанули, я его сразу не разглядел, но здесь, вот смотрите, у нас хай 29.39, здесь хай 29.37. То есть это была закусь, а после закуси я как бы ливаю с удовольствием. Мне достаточно тещиного имба. Джей, а с нейро же не надо было в интрадей работать после того, как он рос, на минутках там канал сверху, потом распределение. А он ее и пронесет вниз. Тут все красиво было, да, куча девиаций. Основное усилие вот, 2 попытки штурма, мы, скорее всего, придем в Origin, да. Шортить его можно, наверное. Но я, вот такие прострелы на минутках, особенно вверх, даже не вниз. Так, и уходите. Мне этот тест не нужен. Опять же, мы сняли, видите, структурно, сняли с усилия этим хвостом. Это off. Тест брать в рамках этого бара, история валидольная. Он может выглядеть как хорошая потенциальная сделка. Но если бы в этом баре была некая какая-то структура, там пару зигзагов, мы бы с вами этот тест сейчас забрали. Но это отмена. Я усидел. Куда тащим? В чем усидел? В сушах? Дотащили. Тейк. Также есть некий off. Теперь у нас снятие с усилия. Тейк. Джей, можно еще вопросик? Угу. Скажи, то есть order flow – это, по сути, когда есть импульс, какая-то проторговка, потом снятие со структурной точки, да, то есть это признак сильного игрока на продолжение движения. Да, смотри, это, есть вообще много способов, как это назвать, но я называю order flow потоком ордеров в сторону какого-то, допустим, если мы идем вниз, то мы можем вот здесь мы просто двигаемся вниз, и здесь нет ни структуры, ни работы с ликвидностью, ничего. То есть я здесь не вижу никакого оффа, это просто мув некий. Если мы начинаем работать с ликвидностью, перераспределяемся и свипом цепляем что-то, и опять двигаемся в этом направлении. То есть у нас появляется структура некая. И вот это уже шортовый офф в нашем случае. То есть, да, снятие ликвидности из какой-то из наторгованных зон подтверждает нам order flow. Пашники, что у вас называется order flow? Давай послушаем, может, кто-то расскажет альтернативной версии. В целом просто даже зигзаг, то есть если есть импульс и дальше следующее обновление, то это уже order flow.
даже если он не снимает ликвидность, то есть вот у тебя был импульс, который у тебя, вот предыдущий красный импульс, если он следующим импульсом уже подтвердился, как бы, то есть есть его продолжение, то это считается order flow в рамках этого таймфрейма у нас. А по сути, чем для нас будет отличаться со снятием и без снятия? Допустим, если мы в какой-то зоне интересной потом налились, это влияет на то, куда мы тащим? Это влияет на то, куда ты тратишь стоп. Потому что если у тебя off без работы с ликвидностью, то тебе некуда деть стопы, у тебя RR чаще всего непроходной. Канальный рост, например. Это все хреновый off. Но если PH-ную терминологию взять и называть это off, то это, мы это называем просто канальный рост. Поэтому мне off интересен не как определение, а в принципе как событие, что если мы где-то в рамках вот этого зигзага еще работаем с ликвидностью, что-то снимаем, какой-то бар усилия, либо субструктурно что-то нарисовали, дали пересвип, уходим через чёч. Вот для меня это off. То есть когда есть явные признаки работы с ликвидностью. Потому что за них понятно, как прятаться, как входить. А в случае с канальным ростом я за 8 лет я так и не научился ничего делать. Ну, точнее, я вижу больше винрейт в том, чтобы не вступать в такие сделки. Вот и все. Там может пронести вот эти структурные точки все. Да, их просто потом собирает как билд ликвидности. Это каскад, по сути, ликвидности, который, и его, наверное, как таргет можно использовать, наверное. Либо как попытку сформироваться оффу. Ну да, по сути. Потому что его снятие, свип может быть как раз-таки точкой, в которой формируется вот эта работа с ликвидностью. Ну да. В общем, в любом случае нужна работа с ликвой. А если вот она была, то стоп мы ставим за свечу, которую сняли. За манипуляцию, да. Слушай, там Даня как-то рассказывал про зигзаги и ВСА, и говорит, обращайтесь к Джею. Можешь что-нибудь рассказать? Нет, я могу рассказать, но надо конкретнее, что интересует зигзаги ВСА. Вот касательно ВСА, из ВСА мы работаем только с относительными объемами. Ключи, бары усилий и все манипуляции с ними, как с диапазонами. Все, вот я тебе все рассказал про ВСА. Те же бары усилия, которые мы берем, вообще любой бар объемный, начни считать диапазоном. И отсюда у тебя появляются все возможности работы с его границами, с тестами. Вот и все ВСА. Все, можно как Spring брать, как ЖЖ. Да. Ну, как ЖЖ, так, надо посмотреть на это. Я с этой стороны не думал, но в целом нет разницы между каким-то баром объемным и более широким диапазоном из конструкции. Если это волна структурная, чтобы мы ее не отфильтровали как памп, то, в принципе, нам достаточно увидеть какое-то ключевое событие, бар усилия, который дал результат либо обновления структуры. Кульминация, наверное, тоже интересна, потому что брали и свип. Свип пятки, бара усилия, это и есть, по сути, диапазонная сделка. Потому что после какого-то импульса все равно есть некая инерция, которая работает с верхней границы диапазона, отодвигает ее. По сути, да, для нас это усилие интересный трейд. И свип это то же самое, что и Spring, только более применим к трендовому движению. Да. Свип может быть чего угодно, а Spring это работа именно с диапом, да. В реаккумуляциях, либо в рераспределениях разных. Так. Я все-таки не понимаю, что мне мув не находит-то. Я уже переключусь на фрейм. Не качает эти свечи или что? Есть. Отлично. Простите на минутки. От Лоя не боюсь такие заряжать. Я его врубаю. Тем более у меня там еще один страхует его, да. 2.6 Лой. Одна за свечу. А серку на ней не хочешь катнуть? Проверим. Хочу, наверное. Чем нет. Угу. Уже почти доехали. Да, у меня все равно там же попадается этот 78 первый. У меня там сквиз дежурит, я его сейчас сквизом и зацеплю. 78 первый, 73 42 и третью я на 68. Что произошло? Костян, тебя налило? Да. Я не успел ничего. Одну лимиточку. Оп, тейк.
повыше. У него кругляш здесь и имбик. Я бы хотя бы 82-70 вот туда. В тот имбаланс хочу верхний. У нас первая пятка. Пятерка, видишь, тут есть у пятерки работа с баром усилия, она его сверху сняла, значит, у нас таргет на 0,5, хорошо, сейчас будет 0,5 еще раз. Я заряжусь на 0,5 пока что. Угу. А ты контролируй тогда и вот это усилие последнее минутное. Потому что если он вас ебанет, вот Ну это да, уже да. неприятно. 5 секунд. На тоненького мы устояли. Угу. В рамках пятерочки, да, повезло, что фрейм стыкуется. Ну, давай чуть-чуть, тебе осталось закуси, и все. И стеной пугаешь. Конечно, всего одну лимитку забрал. Засранец. Я сейчас и на свипе вот этой свечи предыдущей тоже минутки, если что, слюсь. Ну, лучше пусть дотейкает. И тут такой закрытый. Это ходьба по минному полю. Ага. Это что думать, да? Не, ну Ну, пятерка, пока пятерка идет. В рамках пятерки норм. То есть еще у нее есть 1 минута точно попытаться. Ну, по сути, да, если он теперь лой краснеет, то ты отдаешься полностью. Угу. Так, я чуть подкинул. Мы уже почти под хаем этим. А у вас сетка да. от 0.6 или 0.5 на ней? У меня от 0.6. Была от 0.6, я не успел врубить ее, но врубил уже теперь от 0.5, да. Там единица и 0 рандомные, то есть единица значительно выше, и 0 тоже. То есть именно 0.6 выставляли на зону 7.8, 0.5 я ставил на зону 7.3, и 0.3 у меня стоял в зоне 68.4. Так, я скинулся. У меня еще локальнее, чем у тебя, Костянчик. А я там просто минутки открывал, у нас получается 7.8 и 3, у нас каскадище перед ним, Там, поэтому... да, 7.8 согласен. Я имею в виду, что сейчас у меня 7.5 второе. 7,5, а у меня получается 7,3. О, открой, посмотри, там красиво. Да, но на минутках там каскад идет, блин. О, ему там у тебя свип этого, твоего любимого опорника последнего, конечно. Вовремя скинулся. Угу. Оп. Есть. Брал чуть-чуть. А 725 первое ведро пойдет? Далеко. Смотрите, тут есть... Сейчас я на фьючах покажу. А здесь есть небольшой имбаланс. Смотри, вот есть ключ, и вот есть имбаланс небольшой здесь. Так, сейчас кого-то мне налило. 7,5 вот почти должно было забрать. Да, меня только сквиза забрала, а не фибаса, я уже его потыкал. Красиво, с профитом. Вижу. Угу. Андрей, можно еще вопросик? Угу, давай.
Вот такие вот фибы на минутном таймфрейме. Их интересно вот на таких новолистах катать, когда какое-то событие происходит. Перформер, да. Вообще мы уходим, мы даже на секунду, бывает, уходим. Есть перформеры, которые сохраняют ясную структуру на мелком фрейме. То есть ты, по сути, должен нырять во фреймы, и вот когда там начинается каша непонятная, то это не рабочая история, надо уходить на более старший. Но в нашем случае, да, он перформит, в основном на новолистах такая история происходит. После технички они прям начинают хорошо ходить, и, мне кажется, не буду загадывать, конечно, но раньше было так, что если мы где-то в начале цепляли монету, и она была, в дальнейшем она реализовывалась, там, шла в АТХ и там рисовала какие-то волны, то это на пару дней работы бессонной. То есть тут прям много всего будет. Каждую минутку ты, по сути, торгуешь каждую маленькую зону, имбик. Это все сделки, которые винрейт, 100%. Ты их просто собираешь. Ищешь на этом же таймфрейме структуру. Да. Ой, смотрите, как некрасиво. У нас фиба стейкнулся. Да. Ну, что мне делать с ним? Просто сдвигаешься. Моим интернетом фиба стейкнулся. Купился и тыкнулся быстрее, чем я успела открыть обратно график. С профитом, что можно сказать? Хорошо, с профитом, да. Опять что ли налило? Опять налило.